Всем привет! Сегодня я нахожусь в польском городе Слубица на одной из его центральных площадей. И сзади меня вы можете видеть просто огромное количество аптек, магазинов сигарет, пунктов продажи алкоголя, салонов красоты. И все это не просто так. Буквально через реку, которая называется Одер, находится другой город – Франкфурт на Одере. И это уже территория Германии. Сегодня я попытаюсь узнать, как же бегается на обоих берегах Одера, насколько отличается инфраструктура на польской стороне реки и на немецкой, и вообще насколько бегуну здесь комфортно, и дистанция моей будет базово 5 километров с одной стороны, 5 километров с другой стороны, но я не знаю, как оно пойдет и где будет у меня какие-то препятствия или их не будет, им, возможно, получится чуть-чуть больше. Два города, разделенные мостом, вот, граница Польши, соответственно, через мост уже Германия. Выглядит это приблизительно вот так. Виднеется уже знак Германии. Собственно, вот он, и столбик, и табличка. Соответственно, я думаю, что это уже точно Германия. Собственно, начал побег. Пока все отлично. Пробежал почти километр в одну сторону. Здесь какие-то ворота. С одной стороны вода, с другой стороны вода. Моста нет, тут походу это какой-то остров. Ну ничего страшного, мне это только облегчает задачу. С той стороны по-прежнему Польша, она никуда не делась. Вот здесь какой-то крюк еще как аттракция. Тоже позже уже посмотрел. Люблю такие места. Придают какого-то колорита. Очень узкая дорога. 2,5 километра. Тут колокол. Не буду прыгать, шуметь в него. Но можно было отметить, скажем, если бы это была 20-ка или какой-нибудь марафон, то можно было бы постучать, а так ради 2 километров, конечно, не стоит тут. Какой-то мост ведет на остров. Ну, такое мне нравится. Какой-то придает романтизма. Так, забежал на остров, это просто кайф. С обоих сторон деревья, людей по-прежнему немного. То есть здесь своего рода тенек постоянно, даже в жаркие дни. Не знаю, как в холодный, но вот в жаркий, такой как сегодня, это приятно. Ты забегаешь сюда, как в лес, прям все довольно-таки ухожено. Добежал я до конца острова. Здесь еще один мост, который ведет обратно в город. Мне кажется, это просто фантастическое место. Тихо, спокойно, ухожено. Я дальше не побегу, у меня уже 4 километра, плюс еще возвращаться назад. И еще польская сторона впереди. Вот так выглядит дорога. И в принципе, так вот 1,5 километра можно спокойно бежать, наслаждаться. Почти никого нету. Надеюсь, диких животных тоже никаких нету. Все удобно, красиво. Сейчас буду перебегать вот туда, на польскую часть. Побежал приблизительно 6 километров по немецкой. Отличные впечатления. Отлично, что я остановил себя и не побежал дальше, потому что сейчас мне еще предстоит один раз пробежать мост, длина которого 250 метров, что немного. Но в целом я планирую еще 5 километров в Слубице пробежать и посмотреть, а как там бегается. Но вообще, что самое главное, я до сих пор это не могу поверить. Я просто бегу и перебегаю в другую страну. Реально, это другая страна. От Одера где-то час до Берлина ехать. Ну, соответственно, в Слубице точно так же, но это реально другая страна. Другая валюта, другой язык.
все другое. Никакой границы, просто знак. Ты берешь, переходишь, перебегаешь, переезжаешь на машине. Никого нету. Я снова в Польше. Сейчас я зеркально к прошлому побегу точно так же в две стороны. Я надеюсь, что это не будет очень много. Итак, пока тут везде плитка, но какой-то очень странный забор из проволоки и какие-то ремонтные работы. Честно говоря, я так доволен, что я не бегу вот там. Плитка продолжается достаточно долго, но везде есть вот такие лавочки. Это тоже стоит отметить. Так, вот впереди меня какой-то знак, что ведутся ремонтные работы. Я думаю, это именно тот знак, который говорит, а пора возвращаться. С той стороны меня оградили от вида камышей воротами. А с этой стороны, конечно, это было не очень прикольно смотреть на камыши на протяжении даже километра. Вообще так необычно осознать, что вот там другая страна. То есть даже по архитектуре это видно, что другая страна, она действительно там есть. Итак, у меня на трекере уже почти 10 километров. Еще возвращаться опять-таки к мосту. Этот забор не прекращается, ремонтные работы не прекращаются. Плитка такая же, везде одинаковая. В целом, я думаю, что общее впечатление есть. Я думаю, там какие-то нюансы, конечно же, остались, но в целом эти 5 километров и те 5 километров можно сравнить. Сейчас добегу к мосту. Я пробежал почти 11 километров, 6 километров на немецкой стороне Одера, почти 5 километров на польской стороне Одера. И, честно говоря, я поражен. Я поражен обоими сторонами. И они, конечно же, отличаются очень сильно. На немецкой стороне и домов больше, и покрытие разное. И, в принципе, архитектура более разнообразная, соответственно, более разнообразная и беговая инфраструктура. То есть, в принципе, все дорожки удобные, все дорожки есть, очень много возможностей побегать, можно выбирать разные маршруты, и это, в принципе, очень круто. Прям, если ты бегун, у тебя есть возможность бежать несколькими маршрутами, у тебя есть остров, у тебя есть город. Я сейчас в город не забегал, но там есть такая возможность. Я не, в принципе, большой любитель бегать по городам, но в целом такая возможность есть. Плюс, самое главное, для двух городов это мост. Это вообще парадоксально, что можно вот так вот взять и просто перебежать в другую сторону. Про польскую сторону тоже приятно удивлен. В целом у меня крайне положительное впечатление. С двух сторон можно видеть деревья, и это, в принципе, спасает от того, чтобы не было жарко в жаркие дни. С немецкой стороны это только на острове, конечно же, на площадях и на набережной вдоль моста не так много деревьев с двух сторон, но в целом они там есть и можно под ними посидеть. Для бега прям очень круто. Я надеюсь, что вот эта стройка, которая сзади меня сейчас превратится в такую же чудесную набережную, которая есть с немецкой стороны. В целом здесь очень прикольное место, чтобы бегать, чтобы проводить здесь время. И опять-таки, я не закончу об этом говорить, вот этот мост, это просто чудо, когда ты из одной стороны попадаешь в другую без визы. Жителям Украины не нужна виза для Евросоюза, без какого-то таможенного контроля. Просто берешь, переходишь, переезжаешь, и ты уже в другой стране. А дальше у тебя открываются и другие страны. В целом это очень круто. Все, на этом заканчиваю, ребята. Путешествуйте, открывайте новые места, бегайте, занимайтесь спортом. Peace.